Добрый вечер, рад всех приветствовать. Сегодняшняя наша тема — искусство управлять людьми с помощью карт Таро. Да, вот так как бы закрутил я. На самом деле это скорее качество, которое можно в себе развить. Управлять не значит как-то заставлять людей делать то, что они не хотят. Нам в любом случае приходится как-то управлять людьми в нашей жизни. Либо по работе, либо в семье, когда нужно справляться с детьми, да, или с мужем, или с женой. В любом случае взаимодействие с людьми подразумевает умение сформулировать задачу человеку и умение от человека результаты этой задачи получить. Карты Таро имеют такой раздел, да, который называется «Придворные карты Таро». И вот именно этот раздел, именно эта часть колоды Таро позволяет понять, что за человек общается с вами, и, соответственно, позволяет просчитать, каким образом вы можете начать говорить на его языке, донести до него ту информацию, которую вы хотите донести, именно так, чтобы он понял. С кем-то нужно разговаривать на языке логики, да, либо каких-то силовых решительных приказов. С кем-то нужно отслеживать социальное взаимодействие, понимать, что человек хочет от вас, да, разговаривать на языке его желаний. С кем-то окунаться в прагматику, потому как человек будет спрашивать, а мне что за это будет? Да, и важно понять, такого ли это типа человек. Либо человек, который в первую очередь является идейным каким-то, да, он преследует какой-то высший идеал, которому, ну, не то чтобы поклоняется, скорее этот идеал его ведет. Так называемые романтики, которые следуют за какой-то идеей. Вот с ними тоже нужно общаться на понятном и доступном им языке. Сегодня мы с вами начнем интенсив, курс по картам Таро, который вот я так нескромно назвал «Искусство управлять». На самом деле, я повторюсь, что этому искусству может научиться любой человек, у которого есть маломальские развитое сознание и который контролирует те действия, которые он предпринимает. Карты Таро в этом будут являться отличным помощником. Ну что ж, хорошо. Этот курс, этот интенсив-курс будет у нас с вами логичным продолжением того интенсива, который мы с вами закончили на прошлой неделе. Мы разобрали с вами младшие арканы Таро и разбирали их с некой философской позиции, с пониманием того, как какая-то ситуация развивается в нашей жизни, исходя из того, что это за ситуация, как понять, как правильно взаимодействовать с человеком. Все, что касается ситуации, относится к младшим арканам. К старшим, напомню, у нас относятся причины, да, возникновения этих самых ситуаций. Можно сказать, высокая философия у нас в старших арканах, житейская бытовуха в младших, а вот в придворных у нас с вами как раз лежит понимание того, что за человек с вами общается. Ну и вот сегодня мы с вами начнем в общем и целом знакомиться с разделением людей на некоторые типы. Есть несколько систем, все они в полной мере рабочие. Все зависит от того, какой вы пользуетесь. Я постараюсь объяснить более или менее внятно, более или менее обоснованно. Понравится это вам или нет, уже решайте, смотреть продолжение или нет. Тоже дело за вами, но у меня к вам небольшая просьба. Небольшая, но очень убедительная. Дело в том, что, как вы уже сами могли заметить, на YouTube и, в принципе, сейчас в интернете очень мало толковой информации по картам Таро. Я нескромно считаю, что мои лекции являются важным дополнением в дело популяризации карт Таро. Мне очень важно показать людям, что карты Таро — это не какая-то непонятная чертовщина и мракобесие, да, какое-то страшное колдунство, а что это достаточно логичное, достаточно интересное и культурно насыщенное наследие средних веков, а те, в свою очередь, являются наследниками античной мудрости, и, соответственно, умные люди могут пользоваться этими картами Таро не только для гадания, а в принципе вообще для очень широкого спектра занятий. Поэтому, если вы поддерживаете мой взгляд на Таро, очень прошу вас поставить лайк этому видео,
прокомментировать, почему вы смотрите, чем мои лекции вас заинтересовали, пару слов о себе оставить. Это будет, я считаю, справедливой платой за то, что я делюсь с вами информацией. Заодно вы послужите благому делу распространения этой самой информации среди широких масс населения, скажем так. Таро в массы, скажем так. Ну и, соответственно, вы еще убьете второго зайца одним выстрелом. YouTube поймет, какие видео вам интересны, и начнет вам предлагать более качественные, более серьезные, более глубокие видео. Не только по теме Таро, но и, в принципе, будет подстраиваться под ваш уровень. Соответственно, для вас тоже будет полезно. Так что я жду вашего кармического лайка, не менее судьбоносного комментария, и мы с вами движемся, собственно, к теме нашего сегодняшнего эфира. Это вот те самые придворные карты. Откуда они вообще взялись и почему они именно придворные? Коротенько, мы уже с вами говорили о придворных картах в начале прошлого интенсив-курса. Да? Я дам ссылочку на него где-нибудь там, либо снизу. Всегда в описании к этому видео есть интересные, нужные, полезные ссылки. Но я постараюсь дать еще где-то всплывающую ссылку. Придворные карты Таро, напомню, являются частью, которая отвечает за, скажем так, условную схематическую иерархию нашего общества. Что за общество? Если отслеживать в Средневековье, там было четкое разделение на сословия. Сейчас что-то подобное у нас с вами сохраняется до сих пор в некоторых культурах. В частности, в индийской культуре есть разделение на варны, да, или на касты. Нам как бы ближе созвучнее понятие касты, да. Вот это что-то похожее. Что-то такое было в Европе и в средние века. И считается, что до сих пор сохранилось и в нашей жизни, в нашей современности. Так, давайте я выведу вам на экран одну из предыдущих лекций, да. Эту лекцию вы могли видеть раньше на моем канале, и эта лекция у нас с вами отвечала за историю появления карт Таро. Я делился с вами информацией по истории карт Таро, как развивались Таро, и, соответственно, коротенько я объяснял, как карты Таро соотносятся с какими-то астрологическими понятиями, как они разделяются по колесу зодиака в разных системах, что такое, опять же, младшие арканы Таро. И, соответственно, один из этих разделов — это разделение младших арканов, собственно, по стихиям и по вот тем самым сословиям или кастам. Вот я напомню коротенько, буквально пару минут, чтобы вы вошли в парадигму нашего с вами взгляда, да, на то, как устроено наше с вами современное общество. Без понимания того, как устроено общество, очень сложно добиться в нем успеха. Вы будете болтаться как-то наугад, пока вы не поймете, что все равно рано или поздно жизнь вас подталкивает к пониманию того, что есть большая часть каких-то одних людей, меньшая часть каких-то более четко проявленных с вашей точки зрения людей, еще меньше каких-то серьезных, уважаемых личностей и какая-то совсем небольшая часть людей, которыми вы восхищаетесь, восторгаетесь, которые являются для вас там чуть ли не небожителями, но, в общем, какими-то непререкаемыми авторитетами. Конечно, там нет такого четкого разделения в процентном соотношении, да, но в общем и целом мы можем разделить наше с вами общество на условных рабочих, на условных торговцев, на условных правителей, ну и, соответственно, касту каких-то мудрецов. В индийских восточных кастах, варных, да, разделялись они на шудры, вайшьи, кшатрии и брахманы. И каждая из этих каст выполняла свою определенную роль. В средние века в Европе существовали, как я уже сказал, сословия, которые выполняли примерно те же функции. Крестьяне создавали продукт, горожане определенным образом этот продукт как-то перерабатывали и пытались выжить за счет торговли.
то есть являлись таким более активным социальным звеном, нежели крестьяне. Феодалы владели всем вот этим вот богатством, являлись правителями. И духовенство играло такую роль идеологическую, скорее. Они же и держали, в принципе, в подчинении даже тех же самых феодалов. Все вы прекрасно помните историю о том, как короли подчинялись слову Папы Римского, да, потому как он являлся наследником Бога на земле, с точки зрения католиков, допустим. И вот это деление общества на какие-то слои, которые потом, впоследствии, если вы помните историю, да, и если вы застали еще во времена Советского Союза, да, как я застал, какое-то политические учения, да, то «Капитал» Карла Маркса — это как раз о том, как устроено общество, как оно работает, какие там уже не сословия, а теперь классы, да, части людей, части общества в виде сообщества людей общаются, взаимодействуют друг с другом. И, соответственно, у нас там были примерно те же самые касты, примерно те же самые сословия, только уже разделенные на классы. Все это работает до сих пор, хотя вроде бы более или менее выровнялось, однако до сих пор у нас с вами есть практически применимое разделение на эти 4 части. В каждом коллективе, в каждом обществе, даже если это какой-то закрытый коллектив типа вашей работы, вы найдете эти 4 слоя. Будет подавляющая часть работяг, которые делают основную работу. Будет какая-то прослойка достаточно серьезная управленцев, которые являются вот менеджерами среднего звена, скажем так, которые осуществляют взаимодействие между основной массой производящих продукты и между управленцами, которые сидят на самом верху, да, и те, которые принимают решения. Вот эти менеджеры среднего звена, они выполняют роль горожан либо купцов, которые обеспечили взаимодействие между высшим и низшим слоем коллектива. И на самой верхушке сидит идеолог, либо хозяин, да, властитель всей этой фирмочки, всего этого общества. Он же является и продвигателем, движителем идей, куда все это будет катиться, в какую сторону будет развиваться фирма, будет развиваться коллектив, скажем так. Все это условное разделение присутствует абсолютно везде. Если мы берем какую-то сферу, айтишечку, да, любимую многими, там будут сеньоры, будут старшие, младшие, будут основные, скажем так, основной рабочий капитал, те самые айтишники базовые, которые просто пишут код, какие-то более старшие товарищи, более опытные, которые их сгребают в одну кучу, какие-то управленцы и, собственно, идеолог всего этого дела, либо хозяин фирмы. Везде будет это разделение, абсолютно везде. Даже если мы возьмем, ну, к примеру, например, мой любимый пример — это больница, да? Кто у нас является условным горожанином? Тем, кто делает, условным крестьянином, тем, кто делает основную работу. Кто является горожанином, который может и там, и там. Кто является духовенством, а кто феодалом. Сейчас об этом будем говорить. Это для вас будет весьма интересно и позволит понять, к какому придворному аркану отнести какого человека. Потому что вот это разделение на 4 условные стихии, на 4 масти, да, существует не только в картах Таро, но и в стихиях, которые есть в астрологии, в алхимии. То есть, в принципе, оно применимо везде. Почему я считаю, что придворные карты стоит называть именно придворными картами? Хотя некоторые тарологи, весьма уважаемые, да, как, допустим, Юрий Хан, которого я не перестаю рекламировать, скажем так, хотя лично с ним не знаком, но надеюсь, как-нибудь познакомимся. Некоторые тарологи называют их фигурными картами, характерными картами,
да, то есть это намек на то, что придворные карты, они отражают характер человека, как его личностный характер, так и характер его взаимодействия с коллективом, в котором он находится. Если вы помните, есть такая система, я уж не помню, как она называется, соционика, по-моему, либо что-то в этом роде. Там есть разделение на 16 характеров, каждый из них ярко выраженный, каждый из них является каким-то условным писателем, либо каким-то персонажем из литературы. И вот эти 16 характеров очень похожи, кстати говоря, на придворные карты. Тоже являются одной из таких систем. Можно, конечно, разделять на какие-то характерные штуки типа сангвиник, холерик, да, и более привязанные к личности человека. Однако человек в зависимости от местонахождения, в зависимости от ситуации, может вести себя несколько по-разному. Именно это и вызывает большую проблему у тарологов, особенно начинающих, которые пытаются понять, это вообще у нас является картой ситуации, либо картой конкретного человека. Как я уже сказал раньше на этом эфире, да, каждая придворная карта говорит о том, что в этой ситуации главное действующее лицо является вот таким вот характером. И вся ситуация будет зависеть от действий этого характера. Поэтому любая карта Таро — это ситуация, но каждая карта Таро подсказывает, на что смотреть. Цифровые карты у нас намекают на то, что вам лучше обращать внимание на саму ситуацию. Придворные карты вам подсказывают, на кого в этой ситуации вы должны обращать пристальное внимание. Если брать историю развития карт Таро, да, есть такая колода интересная, называется Hofamterspiel, и она напрямую это переводится как игра с придворными должностями. То есть, в принципе, карты двора, они и являлись изначально картами двора, картами каких-то придворных должностей. Причем карты от единицы, от туза до 10 показывали какие-то, профессии не особо престижные, не особо какие-то почитаемые. Там гончар, допустим, либо еще там кто-нибудь такой не очень серьезный. Но были и очень серьезные такие личности, типа маршал, да, или король, королева, само собой, Бродобрей, как один из младших арканов, да. В общем и целом, придворные карты у нас являлись методом деления общества на какие-то понятные классы. Теперь давайте смотреть, как мы в нашем современном мире, да, можем эти самые классы с вами выделять, разделять и как мы можем ими пользоваться. Если мы вспоминаем, как устроено средневековое общество. Вы скажете, зачем нам знать, как устроено средневековое общество? Мы же все живем не в средневековом обществе, а в современном. Еще раз напомню, наше современное общество устроено так же, как и было устроено общество средневековое. Просто, скажем так, поменялись масштабы и поменялось применение этих качеств. На первый взгляд мы вроде бы все теперь равны в правах. Однако это, скажем так, это понятие существует до поры до времени, пока мы не сталкиваемся с некими проблемами при переходе из одной, скажем так, условной касты в другую. Эти касты могут формироваться как уровнем жизни, так и уровнем интеллекта, уровнем образованности, уровнем управления этой самой ситуацией. Да? Допустим, если вы зарабатываете мало, то, соответственно, вы не можете пробиться куда-то повыше, потому что у вас нет денег на то, чтобы отправить своего ребенка обучаться там на высшее образование где-нибудь. Можно, конечно, в нашем современном мире пробиться собственным умом, но для этого нужно обладать этим самым умом, иметь хоть какие-то качества, хотя бы врожденные, хотя бы базовые.
Если у человека нет способностей, да, если у человека нет голоса и слуха, то в консерваторию при всем желании он попасть не сможет, потому что он не равен тому человеку, который был одарен голосом. Поэтому, как ни крутите, если вы присмотритесь внимательно к обществу, оно точно так же, как и раньше, делится на какой-то базовый слой. Люди, которые ходят на работу, особо не управляя своей жизнью, и жалуются, что вот мы там с 8 до 5 вкалываем, и еле-еле зарабатываем на хлеб, да, еле-еле хватает денег на то, чтобы снимать какое-то жилье, и о чем уж тут говорить. Ну хорошо, если получится там какой-то свой дом в ипотеку купить и выплачивать 20 лет его. Это базовый уровень, уровень пажей. Есть люди, которые более обеспеченные, и получается это у них за счет того, что они прикладывают какие-то усилия. Они не просто базово выполняют то, что нужно делать любому человеку, да, как пажам. Пажи, допустим, у нас это люди, которые просто работают на работе. Вот, их устроили на работу, и они дальше работают на этой работе, жалуются на зарплату. Рыцари понимают, что уровень зарплаты зависит от их желания, от их умения, и начинают проявлять какую-то инициативу, какую-то активность. И соответственным образом начинают как-то барахтаться, куда-то скакать, участвовать в каких-то действиях, повышать квалификацию, учиться там, учиться сям, отдавать деньги на какие-то курсы, получать пользу от этих курсов, лезть вверх по карьерной лестнице. В общем, потихонечку как-то барахтаются. Покупают одну квартиру, понимают, что можно как бы в ипотеку взять вторую, первую сдавать, а на вырученные с аренды деньги можно выплачивать собственное жилье. Ну, в общем, что-то там крутится каким-то образом. Но более активные товарищи, они составляют более, скажем так, тонкую прослойку, если сравнивать с общей массой простых людей, которые просто ходят на работу. Тот самый народ. Пажи, которые просто выполняют то, что надо делать. Рыцари более активны. Они инициативны, они крутятся, они что-то где-то как-то в чем-то участвуют. Королевы, в свою очередь, не нуждаются уже в том, чтобы участвовать в этом всем деле активно. Чаще всего в роли королев выступают люди, которые получили что-то в наследство, у которых есть какая-то база, да, от которой уже можно отталкиваться. Люди, у которых уже есть какое-то там, какое-никакое высшее образование, которое им позволяет не столько и не только работать врачом где-нибудь там в Сызрани, да, сколько где-нибудь в Нью-Йорке зарабатывать уже очень неплохие деньги, потому что в Нью-Йорке, допустим, врачом ты можешь заработать гораздо больше, и ты чувствуешь уже себя как бы таким, ну не то чтобы хозяином жизни, но ты понимаешь, что в принципе вот дергаться, скакать и устраивать свою жизнь не надо. Ты уже в принципе неплохо устроился, ты работаешь, у тебя есть какой-то уровень, у тебя есть какая-то база, какая-то платформа, на которой ты можешь уверенно сидеть, да, есть какое-то имущество, которым ты можешь распоряжаться. Даже если что-то случится, что-то произойдет, да, уволят тебя внезапно с твоей должности, ну, это не проблема, да, ты можешь пойти в другую компанию, либо открыть вообще свое там какое-нибудь заведение лечебное, да, учреждение, небольшую фирмочку, какой-нибудь кабинет стоматологический, и в принципе все равно у тебя все будет в порядке. Не надо так напрягаться, не надо так вертеться, спокойно работаешь, звезд с неба как бы не хватаешь, но чувствуешь, что управляешь своей собственной жизнью. Это уже королевы. И, соответственно, короли — это те, у которых, ну, не то чтобы все в шоколаде, да? Это люди, которые решают, кому можно открывать там свой стоматологический кабинетик, а где переписать законы, чтобы люди не могли это делать. Это не то, чтобы политики. Короли — это люди, которые понимают, что они управляют этой жизнью. Что с ними точно ничего там, кроме каких-то внезапных проблем по здоровью, с ними ничего не произойдет, что они, скорее всего, будут двигать развитие общества в ту сторону, в которую им хочется, в которую им надо. В общем, это такой исчезающий малый процент людей, который управляет на самом деле и теми, кто думает, что управляют своей жизнью, и теми, кто пытается в ней устроиться, и теми, кто, в принципе, просто плывут по течению.
Таким образом, большая часть людей у нас является пажами, потому что пажи — это те, кто выполняют приказы, просто подчиняются тому, что надо делать. Понимают, что надо делать, но вынуждены делать то, что надо, да? Рыцари — это следующий этап. Люди, которые начинают соображать, что незачем выполнять все приказы, которые тебе спускаются сверху, нужно включать собственную инициативу. Да? Их уже меньше. Еще меньше тех людей, которые программу минимум, скажем так, откатали, устроились и, собственно, не то чтобы наслаждаются жизнью, но уже могут указывать другим людям, что и как у них там происходит. И, соответственно, короли — это те, кто взяли на себя бремя и приятные какие-то обязательства по управлению всеми остальными людьми. Каждая следующая карта на порядок меньше. Если, грубо говоря, там каких-то процентов 90 у нас пажи, из остающихся 10% следующие 90 рыцари, да, из остающихся вот этой малой части уже там какие-то королевы и совсем мизерная доля это короли. Это не так, что как бы это 4 одинаковые ступеньки. Каждая следующая ступенька в разы меньше, исчезающая маленькая, да, это как кусок хлеба, потом там слой масла, потом кусочек колбасы и сверху уже там совсем чуть-чуть тоненько чем-нибудь таким супер дорогим намазать. Вот примерно такая пропорция. Много, меньше, еще меньше и совсем мало. Вот такая пирамида, можно сказать, по количеству. Мой любимый пример — это врачи. Помните, я вас увлек тем, что вот можно привести пример из любой сферы, да? Это не только общество по уровню дохода. Я вам просто привел пример по уровню дохода, да? Теперь, если мы берем каких-то условную какую-то сферу, допустим, больница, коллектив больницы. Вот у нас эти самые пажи, рыцари, королевы, короли. Пажи — это, скажем так, младший персонал. Но мы давайте лучше пойдем от противного, от большей карты, от королей. Короли — король, он один, их не может быть много, да? Он самый главный, единственный, это главврач. Он должен вдаваться во все дела, он должен быть в курсе всего, что происходит в больнице. Это не значит, что он должен следить за работой там каждого врача, но он должен понимать, что происходит, он управляет больницей, окунаясь во все части. И по поводу того, как принимать больных, и по поводу того, как нанимать, кого нанимать на работу, и по поводу снабжения, и по поводу какой-то самоокупаемости, и по поводу электрооборудования. В общем, везде он должен понимать, что происходит. Тем не менее, это главврач. Дальше у нас идут королевы. Королев может быть несколько. Чаще всего это какие-то начальники отделений, да, зав. Отделениями. Вот есть у нас там какое-то детское, педиатрическое, есть хирургическое, есть там какое-то там еще. Везде сидит такая королева, которая является наместницей главврача, вот, собственно, в этом отделении. У нее есть своя часть, свой надел, и она там, собственно, управляет. Она является главной, к ней стекаются все вопросы по поводу работы. Тем не менее, она подчиняется приказам сверху, подчиняется приказам короля. От этого никуда уйти нельзя. Рыцари — это подчиненные люди. И вот тут у нас между королевой и королем проходит граница такая. Проходит граница ответственности и начальствования. Вот пажи и рыцари, они выполняют приказы. А короли и королевы отдают приказы. Несмотря на то, что королева подчиняется приказам от короля, но она вольна, может и должна управлять ситуацией. Она ей владеет в какой-то мере. В полной мере владеет ситуацией король, отвечая за всю больницу. Главврач должен знать все. Главврач несет ответственность за каждого рабочего в этой больнице. Королева владеет только частью, она несет ответственность за то, что происходит у нее в отделении. А вот ординатура, врачи ординатуры, да, они выполняют, собственно, работу.
Они ходят к больным, они лечат этих самых больных, они, собственно, работают в поле, можно сказать. Они делают основную часть работы такой, которую должен делать врач. Самый правильный врач — это рыцарь мечей. Наученный, образованный, понимающий, логик, человек науки. Человек, который делает, принимает решения здесь на месте, как конкретно нужно лечить вот этого человека. Само собой, он подчиняется каким-то приказам от зав. Отделения, но конкретные решения какие-то принимает он сам. Как лечить вот этого человека? Он же несет ответственность за свои инициативные решения. Важное качество, которое выделяют рыцаря, это инициатива. Он может решить, как подчиниться приказу. Вот так или вот так. Он не может выбирать, кого лечить, а кого не лечить. Ему заведующая отделением сказала: вот этих двух лечишь ты. Он такой: окей, слушаюсь, лечу этих двух. Но уже как лечить, он должен исходить из собственных инициативных решений. А пажи вообще ничего не решают. Пажи просто выполняют приказы, просто делают то, что надо делать. Пажи — это младший медицинский персонал. Это медсестры, медбратья, это водители скорых, это терапевты. Это, в принципе, те люди, которые понимают, что от них мало что зависит. Им нужно просто правильно делать свою работу. Они не могут инициативно решать, принимать решения, что и как. Они просто следуют распорядку, следуют букве закона, следуют приказам сверху. Да? Медсестра не имеет права отменять либо добавлять какие-то лекарства в процесс лечения больного. Она может позвать врача, который принимает это решение, ну и, соответственно, выполнять какую-то базовую работу, на которую ее наняли. Паж подчиняется приказам. Рыцарь включает к этому инициативу. Королева владеет ситуацией в какой-то мере, а в полной мере управляет всем король. Вот вам эта разница. Лори в чате пишет, что, исходя из сказанного, вся работа на рыцарях, а лавры от работы достаются королевским особам. Если посмотреть на зарплаты, то мы там, соответственно, видим процентное соотношение этих самых лавров. Как работал, так и заработал. Если ты берешь... Ну, там не только лавры, понимаете? Дело в том, что я сказал о границе, которая не только, скажем так, отвечает за управление, но и за ответственность тоже. Каждый, кто управляет ситуацией, отвечает за последствия этой ситуации. Если король приказал, то для рыцаря и для пажа, ну, в принципе, начальник, у него голова выше, больше, да, он умнее, у него образование толще. Соответственно, мы будем подчиняться. Ну, раз начальник сказал, начальник пускай перед Министерством здравоохранения и отвечает в случае чего. У пажа ответственность маленькая, но и зарплата маленькая. У рыцаря ответственность побольше. Да? Он делает больше, он умнее, ну и зарабатывает больше. Королевы, как зав. Отделениями, они получают больше, потому что они берут на себя больше обязательств. У них другого типа работа. Она управленческая, эта работа. Конечно, королевы могут как бы и в поле работать, да, они тоже лечат, да. Всем нравится, когда приходит лечить вас зав. Отделением. Это как бы качество, он же целый зав. Отделением. Он опытный, он понимающий, он может принять правильное решение, более того, он подтвердивший правильность этих самых решений тем, что дослужился до зав. Отделения. Вот. А у короля не хватает, у главврача уже просто нет времени лечить конкретного больного, да, он должен нести ответственность за все, что происходит в больнице. Тут не только лавры, тут еще и спрашивать с тебя будут по полной программе. Если какой-то санитар напился, да, и спалил машину скорой помощи, да, по пьяни, вопросы будут к главврачу, да. Если пожарные приедут, общаться они будут с главврачом в первую очередь. Вопросы будут к нему. Что у тебя в твоей епархии происходит? Что за управленец ты такой, что у тебя такой бардак в больнице? Спрашивать будут в первую очередь у короля, да, где-то сбоку, со стороны.
Он, в свою очередь, уже будет спрашивать у королев, да, у отдела кадров, вы кого на работу приняли. Отдел кадров будет начальник отдела кадров, да, королева, будет спрашивать уже, собственно, у рыцарей, у тех, кто выполняет работу. Вы чё, вы кого взяли? Вы что, не посмотрели, что он пьяница? Ну и в свою очередь пашет самое нижнее звено, которое отвечает за конкретное решение. Вот как-то так. Так что, в принципе, на каждого представителя у нас есть какая-то своя более высшая сила. Но если мы берем замкнутую систему, да, если мы берем систему замкнутую, у нас обязательно есть разделение как минимум на эти 4 слоя. Их может быть 3, их может быть 5. Это не значит, что у нас именно 4 звена. Стандартно проще всего разделить как раз на 4 звена. Изначально мы делим на 2 звена. Те, кто отдают приказы, и те, кто выполняет. Но жизнь устроена несколько сложнее. И даже среди тех, кто выполняют приказы, есть более инициативные, более активные и менее активные товарищи. Выполняющие приказы — это пажи и рыцари. Отдающие приказы и, соответственно, возлагающие на себя какую-то более серьезную ответственность — это королевы и короли. Королевы, в свою очередь, берут меньше ответственности от того, что они не могут все, не хватает у них сил. А короли говорят, ладно, раз уж вы там не можете, я тогда, собственно, беру эту тяжелую долю на себя. И так везде, поверьте мне. В каждом коллективе есть кто-то, кто выполняет черновую работу, да, есть кто-то, кто является, собственно, средним таким звеном, да, какие-нибудь бригадиры, какие-нибудь мастера участков, есть начальники цехов и есть директора каких-то фабрик. Везде, абсолютно везде работает эта схема. То же самое, вы не поверите, то же самое присутствует в семье. Потому что семья — это точно такая же ячейка общества, работает ровно по тому же принципу, по которому устроено все общество. В каждой семье у нас есть мама, папа, старший ребенок и младший ребенок. Конечно, этих старших и младших ребенков может быть несколько, но это уже вариации. Основной принцип, что кто-то из детей старше, а кто-то младше. А там уже, собственно, система строится, исходя из того, кто старше, кто младше. Основной мотив, которым управляют родители детьми, ну ты же старший, ты должен как бы нести ответственность еще и за младшего. Ты должен присматривать как бы за ним. Вот. Ты старший, ты уже сам можешь решить. Младшим еще все надо объяснять. Младшим детям просто нужно слушаться родителей, просто четко выполнять приказы, как пажи, как слуги. Просто вот идут и вовремя ложатся спать. Либо чистят зубы, либо переодеваются, либо не опаздывают в школу. Это просто детишки. Подростки, либо старшие дети, им отдается приказание там, присмотри за младшим. Как ты сам знаешь, как присматривать за младшим? Успевай в школу, ты сам знаешь, как успеть в школу. Помой посуду. Если за младшим еще надо присматривать, как он моет посуду, покушал он, не покушал, почистил зубы или нет, то со старших, с рыцарей уже меньше спроса. Потому что ты знаешь, что они как бы, сами должны проявлять инициативу. Рыцари, то есть старшие дети, уже понимают, что от того, как они будут действовать, будет зависеть их благосостояние, их, собственно, самочувствие. Мама является главной в семье, но папа является как бы главой этой самой семьи. Мама главная по дому, папа главный по семье в целом. По крайней мере, если мы берем такое вот средневековое деление, которое много-много-много тысяч лет у нас с вами присутствовало, обязательно будет возникать вот такая иерархия. Сейчас роли отца и матери выравниваются, но это просто от того, что мы с вами живем в такое время, почему мы будем рассматривать с вами на других эфирах. Поэтому подписывайтесь, не стесняйтесь, если вдруг смотрите первый раз. Собственно, теперь мы с вами подходим к такому вопросу. Так а как управлять этими людьми? Да? У нас же тема какая? Искусство управлять. Управлять кем?
Ситуацией мы можем управлять, если в ней нет людей. Там все просто. Берешь и делаешь, да. Насколько тебе хватает ума, настолько ты справляешься с ситуацией. Допустим, нужно тебе помыть посуду, банально. Включаешь воду, там греешь, или если она уже горячая из крана течет, и, собственно, моешь. Либо складываешь в посудомойку, если у тебя есть посудомойка. Если у тебя нет посудомойки, ты думаешь, где заработать этих самых денег, чтобы купить эту посудомойку. Ну, в общем, какая-то ситуация, которую ты сам решаешь. Но мы с вами живем в обществе, а не на необитаемом острове. А общество подразумевает то, что все люди что-то друг от дружки хотят. И степень их взаимодействия, то есть погруженность в эту самую ситуацию, зависит как раз от уровня возможности проявить свои желания. То есть мы с вами просто-напросто должны понять, к какому уровню и каким характером, к какому уровню относится человек, с которым мы общаемся, и каким характером обладает этот самый человек, с которым мы общаемся. Да, вот Лев правильно в чате пишет, что рыцарь-таксист, Паш водитель маршрутки и прочее, прочее. Да-да-да, совершенно верно. Короли подчиняются каким-то высшим законам, да. Королевы понимают, что еще можно перекинуть ответственность на кого-то. Рыцари активно участвуют в деле, а пажи влачат существование и говорят, ну, чушь поделать, да, я вот вынужден, и все, у меня... А что я могу сделать? Мне такую зарплату маленькую платят. Когда человек начинает задумываться о том, что может пойти на курсы повышения квалификации, он уже переходит потихонечку в разряд рыцарей. И теперь смотрите, все было бы просто, если бы у нас не было еще разницы характеров, да? У нас же есть с вами стихии. У нас есть с вами вода, огонь, воздух и земля. Об этом мы с вами говорили на лекциях по тузам, на лекциях по каким-то стихийным соответствиям. Эта тема часто упоминаема, и можно поискать в плейлистах. Характеры тоже подчиняются этим самым стихиям. Условно мы можем разделить характеры на, как ни странно, 4 типа. Это земной тип характера, огненный, либо жезлы, мечи, мечевой, либо воздушный, интеллектуальный тип характера и, соответственно, водный, то есть эмоциональный, творческий какой-то тип характера. И у нас есть 4 уровня активности этого характера. Разделение по, скажем так, уровню, да, у нас зависит от активности человека. Пажи менее активны. Все классические слуги во всех классических произведениях, они такие ленивые товарищи, которых, если оставить в покое, они непременно либо будут красть у хозяина там остатки вина и дрыхнуть где-нибудь там в задней комнате, либо, ну, в лучшем случае будут там какие-то шалости совершать. Более активные слуги, которые помогали уже своему хозяину, да, они уже выполняли роль как бы таких рыцарей. Чем активнее становится человек, тем выше он в общественной иерархии поднимается. Чем больше он делает не в плане физической работы, а в плане проявления себя как личности, тем больше его поднимает судьба над уровнем моря, скажем так. Ну и, соответственно, люди, которые понимают, что нужно не только проявлять свою инициативу как рыцари, а нужно учиться управлять людьми, вот это королевы. Это примерно тот уровень, на котором мы с вами находимся. Почему я так решил, почему я сделал такой вывод? Потому что вы пришли на семинар, на вебинар, на интенсив, который называется «Искусство управлять». То есть вам интересно, как же управлять этими самыми людьми. Вот об этом задумываются королевы. Рыцари понимают, что если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. И, собственно, делают. Потому что на слуг у них надежды нет. Потому что все равно за слугами нужен глаз да глаз. А вот королевы сами делать ничего не будут. Они будут управлять другими людьми и контролировать их работу.
Сами прикладывать усилий не будут. Короли в этом плане, они заставляют других работать. Хочешь не хочешь, они принуждают других людей делать то, что они должны делать. Если с королевами есть какой-то шанс договориться, то короли просто диктуют свою волю. Королевы, они такие, как бы хитрые политики, которые должны уметь манипулировать людьми с помощью своего характера. Каждая королева имеет свой характер, имеет свою точку приложения. А вот королям задумываться не надо. Они просто делают то, что им хочется. И все другие скачут под их дудку, выполняя их указания, просто потому что царю-батюшке так приспичило. Вот и все. Короли не манипулируют. Королевы делают это тонко, аккуратно, с умением и вкусом. Скажем так. А как управлять королем, спрашивает Руслана. А никак. Королем не управляет никто. С королем нужно договариваться. Кто может управиться с королем? Причем не управляя в плане отдавания приказов, а в плане манипулирования. Вот королева, которая делит с ним трон, которая делит с ним ложе супружеское, да, и в принципе делит с ним всю вотчину, она же не может отдать ему приказ. Потому что рыцари не поймут, как это так? Нашим королем кто-то управляет, какая-то там, извините, баба, да, в юбке. Ну, в средние века там все понятия были очень простые в плане, скажем так, гендерной принадлежности. Хотя и были тоже свои уникумы, конечно, и все мы знаем и про великих королев, да, и про великих деятелей женского полу. Они тоже встречались. И вот когда они начинали действовать, действовали они, как правило, по-мужски, как короли действовали. Можно сказать, что это был такой король женского пола. Потому что если ты являешься управленцем сверху, ты берешь на себя активную миссию по управлению всем, в том числе и по принятию ответственности. Как же понять, как управлять каждым отдельно взятым человеком? Во-первых, нам важно, нужно понять, кем является человек по характеру. И там все очень просто. Если мы делаем с вами расклад, если мы пользуемся картами Таро, мы должны выбрать расклад, который нам подскажет, что за человек перед нами. Вы вольны в выборе расклада. Я не буду на вас давить, я не буду вам навязывать, даже примеры никакие не буду приводить, как определить, скажем так, психотип человека с помощью карт Таро. Это отдельный, скажем так, это отдельная тема для отдельного либо вебинара, либо курса, который, скорее всего, будет записываться отдельно и в каких-то других условиях. Я вам дам знать в случае чего. Следите за событиями на канале, в телеграм-канале, на YouTube-канале. Подписывайтесь и будете в курсе того, что выходит на YouTube. Наша задача иметь человека, который у нас выступает в виде карты Таро. Допустим, это начнем с пажей. Допустим, вам выпал какой-то паж. И вот для начала давайте разберем пажей. Я думаю, на следующих частях, сегодня только первая часть интенсива, на следующих частях мы разберем с вами все 16 придворных карт. Ну, давайте начнем с пажей. Во-первых, пажи — это, проще говоря, слуги. У них нет права голоса. Единственное, что они могут делать, да, у них выбор-то очень простой. Могу копать, могу не копать. И за выбор, за второе вот это вот могу не копать, им чаще всего прилетает. Прилетает от начальства, от власть имущих, от самой ситуации. Пажи должны делать свою работу. У них не спрашивают, нравится им, не нравится. Они должны выполнить то, что требует от них ситуация. Вот вы понимаете, что вы должны быть на работе к 8:00? Почему? Это не ваша задача. Начальник может с вами обсудить этот вопрос. Там, дорогие коллеги, да, в нашем коллективе возникло там какое-то роптание, да.
Возникают вопросы, почему так рано? Аж к 8 утра надо на работу. Ну хорошо, давайте будем переходить к 8:30, потому что, смотрите, в 8:30 я уже должен иметь на столе сводку того, чем мы будем заниматься с утра. В общем, не будет никакой в здравом уме король, директор фирмы, объяснять наемному работнику, почему рабочее время начинается в 8. Или в 0, или в 8:15, или в 8:30, или вообще в час ночи начала смены. Так устроено, так надо. Так решилась ситуация, поэтому паж просто как бы подчиняется этой ситуации. Причем разница между пажами пентаклей, жезлов, мечей и кубков очень простая. Это люди разных стихий. Это подчиненные люди разных стихий. Допустим, паж кубков — это водный, эмоциональный товарищ. Для него важно чувствовать ситуацию эмоционально. Им нужно управлять. Если вы видите перед собой человека, на которого выпал паж, и вы понимаете, что этот человек является воплощением карты паж кубков, с ним надо вести себя эмоционально. Ему нужно нажимать на эмоциональные точки. Его нужно разжалобить. Его нужно пристыдить. Его нужно определенным образом, скажем так, прогнуть под эмоциональный фон. Если он не замотивирован финансово, а пажи кубков обычно не замотивированы финансово, это какие-то творческие люди. С ними, кстати говоря, сложнее всего. Потому что замотивировать пажа кубков нужно эмоционально. А эмоция — это чаще всего скрытая часть человеческой натуры, которую еще нужно вытащить наружу. Поэтому лучше всего управлять рыцарем, пажом кубков будет либо рыцарь, либо королева, либо король кубков. Люди, которые по масти, по стихии находятся старше него. Могут управляться с этой самой стихией. Например, творческий человек паж кубков, он может рисовать, когда на него там упало вдохновение. Да, ну вот это какие-нибудь музыканты, допустим, да. Когда ему говорят, так, нужно срочно написать какой-то там звуковой ряд, а он такой, блин, я не знаю, что-то не хочется, что-то как-то не идет. Надо прийти в какое-то расположение духа. Ну вот сегодня что-то вот нерабочий момент. Все вы прекрасно знаете, что с творческими людьми работать очень сложно. Они как раз этим и отмазываются. Сегодня что-то как-то вот не пишется музыка, крокодил не ловится, не растет кокос, что-то все не так. Есть люди, которые своим примером могут подзадорить, приподнять этот самый рабочий эмоциональный фон человека. Это рыцари кубков, как минимум. Они включают инициативу какую-то, да? Эти самые рыцари начинают собственным примером подзадоривать пажей. Ну, примерно так, как старшие дети в семье, да, могут своим примером увлечь за собой младшего. Младший капризничает, с ним очень сложно, потому как управляться с ним сложно, но он уже в достаточном возрасте, в котором нужно эмоционально его стимулировать. Вот точно так же есть такие работники там и в IT-сфере, и в сфере художеств, и на стройке, и на складе Amazon, где угодно. Есть люди, которым, ну вот сегодня как-то вот что-то не очень, и их нужно подбодрить, их нужно поддержать, они тогда включаются в общее настроение и тоже начинают вполне продуктивно работать. Их, конечно, можно заставить, но заставлять пажа кубков силой нельзя. Что значит заставлять силой? Кого можно заставить силой? И вот когда я говорю о паже кубков, я говорю о человеке, который замотивирован эмоционально, ну то есть в настроении. Если он в настроении, он будет работать. На пажа мечей можно надавить силой, ему можно приказать.
Что такое приказ? Воздух, либо мечи — это логическое обоснование того, что ты должен делать. Когда человек понимает, когда человек имеет какую-то информацию, понятие о том, что он делает, он понимает, почему он должен это делать. Да? Потому что есть какая-то информация, какой-то закон, какое-то правило, которому может подчиняться даже король. Возможно, король пишет эти самые правила. Но вот пажи мечей — это те самые медсестры, медбратья, да, которые выполняют информацию, потому что понимают, что кроме них никто выполняет действия, да, потому что они имеют информацию, что кроме них никто этого не сделает. Я просто должен, и все. Если не я, то кто? Говорит паж мечей, и ему, в принципе, можно сказать: чувак, слушай, ну кроме тебя никто эту работу не сделает. И по барабану, платят тебе, не платят тебе, нравится тебе эта работа, не нравится, хочешь ты ее делать, не хочешь, замотивирован ты как-то эмоциональненько, либо ты сегодня не в духе. Вот паж мечей — это солдат, который понимает, что у него есть винтовка, и он должен стрелять. Он должен выходить на работу и делать свою работу просто потому, что кроме него никто это не сделает. Солдат, который защищает свою страну там от нападения, он понимает, что кроме него никакие крестьяне, которые винтовку в руках там не умеют держать толком, с мечом не обращались, никакие творческие люди, там какие-то музыканты, либо религиозные там какие-то деятели, творческие натуры, они вообще понятия не имеют, они не могут убить другого человека, даже если их заставить. Это для них тонкое душевное переживание, и они этого не перенесут. Пажи жезлов, ну тут такое. Дело в том, что жезлы — это социум, это желание людей. Вот их нужно мотивировать желаниями. Им нужно предлагать, чего ты хочешь. Ты же видишь, что все люди, да, хотят, чтобы там ты пошел на работу и сделал то, что надо. Ты же понимаешь, что у тебя есть семья, у тебя есть какое-то общество, в которое ты включен. И ты делаешь что-то такое, за что тебе потом будет взаимодействие с другим человеком. Жезлы, напомню, это огонь. Это энергетика, если сказать так, потому что огонь является формой энергии, да, мы видим выдачу этой энергии в виде огня. Это желание. Паж жезлов — это человек, который мотивируется собственным желанием. Я хочу что-то сделать, потому что там у меня семья, я хочу порадовать детишек, поэтому пойду поработаю, я хочу накормить этих детей, потому что обо мне люди скажут, у тебя там дети босые, голые, голодные. Ну, то есть паж жезлов, он понимает, что он находится в каком-то социуме, где от него постоянно что-то хотят. Кто-то. Он на работу выходит от того, что начальник хочет от него, чтобы он вышел на работу к 8:00. Деньги он приносит домой, а не пропивает где-то там. Ну, правильный паж, само собой. Потому что жена от него хочет, чтобы он переносил деньги домой, зарплату домой. Этот паж выходит замуж, либо женится, потому что его семья, его род ждет от него продолжения рода, потому что так положено. Ты живешь в каком-то социуме, участвуешь в какой-то деятельности, ты в нее вплетен, как лоза в чистокол. Ты никуда не можешь деться от этого общества, ты погружен в него. Ты с ним взаимодействуешь. От тебя что-то хотят, ты что-то делаешь, и тоже можешь попросить что-то взамен, там денег, либо прочего всего такого. То есть ты следуешь социальной какой-то мотивации, и ты от нее предельно зависишь. Как паж мечей зависит от долга. Он понимает, что я просто должен, что мне тут делать? Я должен, и все. Мне сказали, что надо, значит надо. Да? Кто сказал, что, это уже другое. Жезлы, они сами начинают хотеть то, что хочет от него общество. Это такие товарищи, которые надевают одежду, на себя такую, какую от них ждет общество. Да? То есть ему хочется соответствовать моде этого общества. Поэтому если все вокруг одевают
там паранджу, да, либо там белый такой до пят балахон, как там в Арабских Эмиратах ходят мужчины, допустим, да, то общество ждет от тебя того же, и ты сам начинаешь хотеть одеваться точно так же, потому что это соответствие обществу, какие-то социальные мотивы, социальные устои, которым ты подвержен. Мечи — это долг, то есть ты головой понимаешь, что ты делаешь. А жезлы — это просто ситуация, в которую ты погружен, потому что ты в этом обществе вырос, и ты к этому привык. Ты сам хочешь того же, чего хотят другие. Ты такой же, в принципе, как они. Все побежали, и я побежал. Это паж жезлов. Паж мечей понимает, что он должен бежать. Пажу жезлов этого даже понимать не надо. Он как член толпы, скажем так, как член общества. Да? Ну что, все так делают, и я буду делать. Паж мечей включает голову. Паж жезлов чувствует общество. Это не значит, что паж мечей умнее, чем паж жезлов. Паж жезлов чувствует общество, но не факт, что он умный. А вот паж мечей, он умный, если сравнить с пажом жезлов. Но не факт, что он чувствует общество. Он может сделать какой-то свой логичный вывод, но при этом все будут смотреть на него с осуждением. Да? Потому как если все бегут за границу от войны, а ты такой: нет, я должен идти защищать страну, на него смотрят с уважением, но с непониманием. Ты что, все бегут, тоже надо бежать. Ты, конечно, молодец, я тебя уважаю, но как бы вот это я не очень понимаю. Пажи жезлов делают то, что делают все. Пажи мечей делают то, что им надо делать. Неважно, делают это все или нет. Это как бы в чем разница. Пажи кубков делают то, что заставляют их делать идеи. Вдохновение, чувства, эмоции. Паж кубков самый непредсказуемый товарищ, потому что он может психануть и сказать: я хочу вот это вот так вот прямо сейчас, да. Паж кубков может во время войны сказать: я пойду защищать свою страну. Потом при первом же обстреле он эмоционально перенасытится и скажет: вообще-то я тут не могу находиться, да, мне срочно надо как бы домой. Но у него уже спрашивать не будут. Ему скажут: камон, чувак, ты чё? Ты сюда пришел, все, ты вписался, ты должен теперь. Ну что, мечи, война — это теория долга. Точно так же паж мечей не может в искусство. Он может в понимании искусства. Он может быть критиком этого самого искусства. Да? Но сам создать произведение, сотворить что-то гениальное он не может, потому что он не чувствует эмоциональную насыщенность. Он может разобрать картину Рембрандта по мазкам, объяснить там химический состав, краски, как переплетены волокна на холсте. Почему Рембрандт нарисовал именно так? Потому что у него есть там какие-то этапы творчества и прочее, прочее. То есть он хорошо подкован в информационном плане. Но вот постоять перед картиной и воодушевиться тем, что хотел тебе передать, какую эмоцию хотел тебе передать Рембрандт, паж мечей не может. Но он понимает, что он должен изучить. Да? Пажи жезлов понимают Рембрандта в зависимости от того, что это же Рембрандт. Паж жезлов может не понимать химического состава красок, может не знать истории творческих этапов этого самого Рембрандта. Он может не чувствовать вдохновения, когда смотрит на эту картину этого великого художника. Но паж жезлов хорошо знает, что это Рембрандт. Все о нем знают. Значит, это круто. Значит, на это надо сходить посмотреть в музей. Да? Больше всего пажей жезлов толпится вокруг какой картины? Напишите в чат, я думаю, что все дружно напишут картину, вокруг которой толпятся толпы, да, извините за масло масляное, пажей жезлов, вот этих социальных движушных личностей. Но у нас же есть еще паж пентаклей. А паж пентаклей — это человек, который понимает, что из этого получится. Но он зависит от результата. Он мотивируется, если есть зарплата.
Если нет зарплаты, он мотивироваться не будет. Никакие вот эти должен, никакие эти вот, что о тебе там братья-сестры скажут. Никакие эти, что ну тебе же хочется поработать вот на этой крутой работе. Ты же хочешь работать в целом Гугле. Ему пофиг, Гугл это или не Гугл. Если там хорошо платят, я буду там работать, все. Никаких вопросов. Вот в чате сразу пишут Мона Лиза, да, Джоконда. Совершенно верно. Потому что это самая известная социальная картина. Любой маломальский чувствующий социум паж, а это паж жезла в первую очередь, обязательно пойдет туда, куда модно. Все вот эти девушки, которые в прошлом году ходили вот в этих бежевых плащах, да, я думаю, что вы понимаете, о чем речь. Вот эта мода на бежевый плащ, прошлый, позапрошлый год, это пажи жезла, потому что они видят, что вау, вот тут, вот это модненько, и они ничего с собой поделать не могут. Они не могут выработать свой стиль, потому что они еще пока не рыцари. Они просто следуют каким-то модным тенденциям. Они не включают свою инициативу. Они знают, что нужно идти к Моне Лизе, они идут к Моне Лизе. Они не чувствуют улыбку Джоконды. Они смотрят на нее, думают, что-то какая-то маленькая картина, что такого, да? Вот. Но надо сфотографировать, потому что все фотографируют. Раз все фотографируют, значит, это что-то крутое. Это как бежевый плащ. Раз все ходят в бежевом плаще, значит, нужно ходить в бежевом плаще. Неважно, там лето, не лето. Модненько. Это пажи жезлов. Пажи мечей ходят к Моне Лизе. Зачем? Чтобы понять, как это нарисовано. Чтобы сообразить, чего же все к ней ходят. Ну-ка, я схожу, посмотрю. Хочу сам сообразить, хочу сам понять. Хочу сам насытиться информацией. Да? Но он не выбирает, к чему ему надо идти. Ему говорят, вот, разбирайся. Вот тебе Мона Лиза, разбирайся. Он такой думает, почему Мона Лиза? У него может не хватить и информации. Паж кубков, его в какую ситуацию ставят, он ту ситуацию и начинает себя вбирать. Если его поставить перед Мона Лизой, он будет загадочно наблюдать ее улыбку. Если поставить там перед какой-нибудь трагической картиной, у него слеза покатится по щеке. Если его поставить перед чем-то смешным, он будет смеяться, потому что он погружается в эту ситуацию. Все чувствуют вот это, значит и я это. Паж кубков на похоронах будет плакать. А на свадьбе будет радоваться, смеяться, участвовать в этих конкурсах дурацких, потому что, ну, не потому что все участвуют, а потому что весело. Понимаете? Паж кубков будет плакать на похоронах не потому, что он так любил покойного, да, уважал его и там проработал под его началом 25 лет на одном месте. Может быть и поэтому, но в первую очередь потому, что на похоронах все грустные, все печальные, атмосфера печали, ухода человека подразумевает грустность. И паж будет погружаться в эту грустность и будет тоже грустить, потому что, ну, на похоронах же всем грустно, и мне тоже грустно. Он не может отойти в уголочек и где-то рассказать другому человеку анекдот. Просто потому, что он погружается в эту ситуацию. Паж мечей на похоронах делает скорбное лицо, потому что он знает, что на похоронах так положено, так надо. Иначе ты расстроишь других людей. Потому что это нехорошо. Ты должен. Ну и само собой там в плане безопасности. Если ты будешь стоять с улыбчивым лицом, то тебя попросят отсюда, да, а то еще и в морду дадут, если ты там сильно будешь широко улыбаться. Паж жезлов будет чувствовать текущий момент и пытаться поймать, что там у всех, да? Он будет соответствовать поведению людей. Он будет отталкиваться от того, что делают люди. Если все идут с печальными лицами, он тоже будет идти с печальным лицом, потому что, ну, все побежали, и я побежал, так и надо, нужно как бы соответствовать социуму. Если все будут, как вот в африканских странах, знаете, есть у них там верование, что
человек, если умер, то провожать его в последний путь надо там весело, с гиканьем, свистом, шутками, с прибаутками. Все помнят этот мем, как 6 афроамериканцев или просто африканцев, да, несут гроб весело, так задорно под музычку. Ну вот у них принято весело провожать человека в последний путь. Он тоже будет со всеми веселиться, потому что, ну вот же ж все себя так ведут. Не потому, что ему будет весело, а потому, что он отталкивается от людей. У пажа мечей, если у него нет информации о том, что это нормально для этого общества, паж мечей будет в шоке, он не будет понимать, что делать. Ему нужна информация, кто-то должен прийти и сообщить ему: чувак, тут у них так принято, поэтому ты расслабься, не волнуйся, да, и пританцовывай вместе со всеми, все нормально. У пажа кубков такого вообще не будет. Да, такого вопроса вообще не будет. Ему просто будет весело вместе со всеми этими веселящимися неграми. Он даже выбрать не может. Он, даже если он захочет прослезиться, он будет, скажем так, качаться в такт этой волне эмоциональности. Никуда он деться не может. Паж Пентаклей, наверное, ну не то чтобы самый здравомыслящий, самый прагматичный. Он посмотрит и подумает: так, если я... ну, он чаще всего делает выводы. Он не интересуется, что происходит. Он интересуется, это зачем тут это все происходит, с какой целью. Вы тут собрались зачем? Человека хоронить? Ну, тогда, выразить какие-то соболезнования? Ну, тогда да. Зачем? С какой целью я буду выражать эти соболезнования? Что мне за это будет? Если всеобщее уважение от лица присутствующих, тогда да, надо выразить. Но пажи Пентаклей, они такие очень часто выглядят очень, как это сказать, прагматичными, да, сухими, бездушными, которые делают что-то, потому что, мне же платят, да. Ты зачем эту работу делаешь? Тебе нравится печь булочки? Нет, зарплата тут хорошая. Пажу Пентаклей все равно, что делать. Главное, чтобы он чувствовал этот физический контакт, и главное, чтобы был какой-то результат. Чтобы тебе что-то за это потом было. Хочется тебе, не хочется, неважно. Пажи Пентаклей ходят на работу, потому что зарплата. Причем зарплата хорошая. Либо комфортно, они чувствуют физическую ситуацию. Вот. Вот такие дела. Поэтому пажи Пентаклей, они сканируют ситуацию, понимают теоретическую выгоду из этого дела и понимаю, что надо подчиняться этой ситуации, тогда тебе будет что-то. Надо постоять, потерпеть, сделать печальное лицо, потом тебя отпустят домой, и ты поедешь домой там смотреть дальше свои сериалы или еще что-нибудь такое. Пажи обычно не выбирают, что им надо делать. Пажи обычно реагируют на ситуацию так, как это в них заложено. А заложено кем? Чем? Заложено стихией, заложено самим характером человека. И если мы с вами рассматриваем 4 пажей, то у нас все 4 пажа подпадают под, скажем так, они вписываются в категорию людей, которые зависят от ситуации. Как зависят? Они понимают, что они делают. Они понимают, как это работает, да? Но они вынуждены делать то, что велит ситуация. Например, если мы с вами вернемся опять, да, к многострадальной Джоконде, Моне Лизе. Если паж кубков идет смотреть на Мону Лизу, он приходит к Моне Лизе и чувствует эмоцию, да, то есть если мы ставим пажа в какую-то ситуацию, он ничего не может сделать, он реагирует. Паж кубков реагирует на Мону Лизу. Он начинает задумчиво смотреть ей в глаза и чувствовать что-то невыразимое, что автор хотел передать этим произведением. Впадает в тот же транс, да, в котором был художник, когда рисовал эту картину. Паж мечей начинает считывать
информацию. Так, кто я, что я? Это Мона Лиза, я с ней знаком, да, это известная картина, которая столько-то стоит, нарисована так-то так, там вон люди вокруг, стекло, бронестекло от вандалов, всяких активистов полусумасшедших. Ну, окей, все понятно. То есть он считывает ту информацию, которая ему доступна. И если паж кубков реагирует эмоционально, паж мечей просто считывает информацию, ту, которая ему доступна. Он может прочитать текст под картиной. Он может осмотреть ее со всех сторон. Он может воспользоваться той информацией, которая уже есть. Как паж кубков может впитать ту эмоцию, которая есть, своего ничего добавлять не может, так и паж мечей информацию, которую берет из ситуации, додумывать не будет, обрабатывать никак не будет. Обрабатывать и включать какую-то эмоцию у нас с вами включает рыцарь мечей. Рыцарь уже начинает спрашивать: извините, гражданин экскурсовод, а почему тут вот в правом верхнем углу у Моны Лизы какая-то фигня нарисована, да? То есть рыцари уже начинают включаться в ситуацию активно. Паж просто делает то, что от него требует ситуация. Пришел, смотришь на картину, насыщаешься эмоционально, либо считываешь информацию, читаешь текст, либо смотришь на то, как там люди реагируют вокруг, если ты паж жезлов, и тоже как бы пытаешься быть с людьми на одной волне, пытаешься делать вид, что, ну, конечно, я знаю, кто такая Мона Лиза, хотя вы понятия не имеете, кто такая Мона Лиза, если вы паж жезлов. Вы просто знаете, что это модная картина, известная картина, да, популярная картина. Все. Это все, что вы знаете об этой картине. То, что на вас упало, знание об этой картине, то вы и видите. Сами там что-то копать, вам не очень интересно, вам не очень хочется узнавать. Вот. А вот пажи Пентаклей там самое интересное. Пажи Пентаклей приходят в ситуацию и пытаются извлечь из этой ситуации какую-то выгоду. Они такие как бы, окей, хорошо, вот я нахожусь в Лувре, да, где выставлена эта Мона Лиза, если она вообще в Лувре выставлена, я не очень в курсе. Вот вокруг люди. Я могу сфотографироваться с этой Мона Лизой, потом похвастаться своим знакомым, и эти знакомые скажут: ну ты крут, да, и будут меня за это уважать. И, может быть, угостят в курилке сигаретой. Если ты им расскажешь какую-то историю про то, как ты ездил до города, до Парижу и сфотографировался с самой Моной Лизой. То есть они извлекают из ситуации тот минимум, который эта ситуация может им дать. Да? Вот. Они пытаются воспользоваться этой ситуацией с каким-то результатом. Отличие пажа Пентаклей от всех других в том, что он всегда думает, что мне за это будет. Отличие пажа жезлов в том, что паж жезлов думает о том, как прореагируют люди в этой ситуации, глядя на него. Отличие пажа мечей в том, что он пытается проанализировать текущую ситуацию. Отличие пажа кубков в том, что он воспринимает эту ситуацию непосредственно, эмпирически, то есть просто ее чувствует через эмоции. Юлия в чате пишет, что паж кубков зависимый от эмоций окружающих. Да, совершенно верно. Точно так же, как паж мечей зависим от чувства долга, от информации, которую ему сообщили. Потому что информация несет понимание, что ты должен делать, а что делать не должен. Что тебе надо делать, чего тебе делать не надо. Паж жезлов зависим от социального уровня общения. Да? Он зависим от людей, которые диктуют ему поведение. И паж Пентаклей зависим от материальной сферы. Да? Ему там может быть холодно, ему может быть жарко, у него может быть мало денег, он может думать о том, что вот бы эту Мону Лизу продать, какой был бы результат. Да? Вот. Паж Пентаклей идет на Мону Лизу посмотреть с какой-то с практической выгодой. Да? Посмотреть и как бы запомнить. Да? Галочку поставить, что Мону Лизу видел. Да, есть какой-то жизненный опыт. Как минимум, паж Пентаклей — это накопление жизненного опыта, который потом может как-то пригодиться. Вот. Что мы можем делать с этими картами?
С пажами мы можем крутить так, как нам хочется. Да? То есть мы можем ими управлять, потому что они морально, теоретически, готовы к управлению. То есть пажу Пентакли мы можем сказать, ты хочешь как бы там что-нибудь сладкого, да? Тогда пошли со мной в магазин, поможешь мне сумки принести. И так как он хочет сладкого, он скажет, ну окей, ладно. Вот. Он не будет ничего придумывать, он не будет предлагать что-то. Им можно управлять, заманивая его чем-то для него выгодным, чем-то приятным, чем-то физически комфортным, либо ценным. Так стоит работать со всеми пажами Пентаклей. На нее можно просто нажать, сказать, так, тебе надо сладкое, да, хочешь сладкое, да, вот идем, тебе будет сладкое. С пажом жезлов нужно управлять очень можно управлять, опять же, командовать им. Можно очень просто. Мы на сегодняшнем занятии мы говорим, как просто командовать людьми. Командовать рыцарями уже сложнее. Командовать королевами, ну, это надо постараться. Командовать королями напрямую невозможно. Вот там нужны ухищрения. Вот об этом мы будем говорить на следующих лекциях. Пока управлять пажами можно очень просто. Им просто говоришь, что надо делать. Причем пажа жезлов мотивируешь поведением окружающих его людей. Ты видишь, как вот старшие там братья или сестры, как они хорошо суп кушают. Вот и ты тоже кушай, если хочешь быть таким же, как твои братья и сестры старшие. И младший сидит там, тоже уплетает этот невкусный суп, потому что, ну, старшие же кушают, значит, наверное, я тоже должен, да. Пажа жезлов можно мотивировать, если он прям не хочет управляться, да, ну, то есть ему можно просто сказать, вот видишь, как все, делай, как все. Но его можно смотивировать каким-то социальным действием, например, соревнованием. Все жезлы, они любят мериться уровнями, да, потому что разница уровней, разница потенциалов, разница заложенного желания, да, создает какое-то движение в этом энергетическом, скажем так, поле желания, да. То есть, ну, чего-то начинает хотеться больше, если ты видишь, что у кого-то желание больше, чем твое. Поэтому по жезлам, пажа жезлов можно смотивировать. Поэтому не стесняйтесь пажа жезлов крутить вокруг. Вы ему скажите, смотри, вон, да. Вот. Кто такой паж жезлов? Это муж, которому можно сказать, смотри, все приличные люди ходят в норковых шубах, одна я у тебя как дура, да, хожу без норковой шубы. И пажу жезлов ничего не останется, кроме как купить вам норковую шубу, потому что, ну, раз все ходят, значит... Пажа пентаклей можно смотивировать, сказать, слушай, давай купим норковую шубу, это такая ценная вещь, всегда пригодится. В случае чего мы сможем как бы ее продать в тяжелые времена. Но пажом не надо прям так с ним исхищряться. Ему можно просто сказать, так, нужно купить шубу, потому что это дорогая вещь, она может пригодиться. Он это поймет. Паж пентаклей это поймет. Паж мечей, на него нужно нажать. Его нужно убедить. Убеждать можно как угодно. Тем, что вам очень надо. Вы страдаете без этой шубы. Вы мерзнете без этой шубы. Без этой шубы вы чувствуете себя незащищенно. Без этой шубы на вас как-то смотрят, как на нищебродку, да, и не пускают в высшее общество. А вам бы надо бы в это высшее общество, потому что это, ну, это гарантирует безопасность всей вашей семье, потому что высшему обществу гораздо безопаснее живется, чем какому-то там низшему обществу. Так что все пажи, они чувствуют необходимость, их просто нужно ставить перед фактом. Пажом надо управлять напрямую, чуть ли не силовым методом. Лучше всего работает силовой метод, заставить, да, сказать, все, ты завтра покупаешь мне шубу, иначе мы с тобой разводимся. Вот так можно работать с пажом мечей. Королем или с королевой такой фокус не прокатит. Вы, скорее всего, сами будете делать то, что вам скажет король, просто потому что он силовик. Он разберется в информации, он поймет, что вы там блефуете, да. А вот паж мечей, он, ну,
не такой сообразительный, да, он может поверить в любую дезинформацию, потому что он не очень умный, можно сказать, если его сравнивать с королем. Кто умнее по мечам? Мечи — это сила, да, умение применить существующую ситуацию себе во благо, да, и во вред врагу. Это мечи. Всегда. Да, силовое давление за счет того, что ты информационно подкован. Ты знаешь, как работать этим мечом. Вот. И, соответственно, у нас получается так, что по сравнению с королем, Паш, он, конечно, скажем так, не обладает в полной мере той информированностью, которой обладает король. Вот такие дела. Пажи кубков. Вот это самое сложное в управлении пажи. На каждого пажа нужно просто нажимать, да, его просто надо ставить, как я уже сказал, перед фактом, давить. На рыцарей давить нельзя. Рыцари, скажем так, на рыцарей надо надавливать, их нужно мотивировать, а вот на пажа можно просто нажать. Пажу можно устроить скандал, да, если вы женщина и у вас муж такой, эмоциональный, творческий человек, вы можете разрыдаться перед ним, рассказать, как вам тяжело, сложно живется без этой прекрасной, великолепной норковой шубы, и он, насытившись вашими эмоциями, сам начнет страдать, сам проникнется вашей бедой и скажет, что ж поделать, придется как бы покупать тебе эту шубу, потому что... В общем и целом, так можно управлять всеми пажами. Главное не ошибиться со стихией. И если вы хорошо чувствуете, хорошо понимаете, что такое стихия, тогда вам остается только понять, насколько человек от этой стихии зависим. Есть два способа. Один, как я уже говорил, это просто каким-нибудь раскладом, либо случайным перебором, все зависит от вашей методики работы, определить, к какой придворной карте относится человек, с которым вы там собираетесь иметь дело. То есть, какая из придворных карт является сигнификатором этого самого человека. В таком случае, если там у вас выпадает рыцарь, вы действуете в одном плане. Если королева, либо король, вы понимаете, что нужно подстраиваться. Если паж, вы можете смело действовать так, как вы считаете нужным. Но, если выпадает паж пентаклей, вы человека мотивируете конечным результатом, физическими какими-то ощущениями. Это уровень восприятия типа тепло, вкусно, комфортно, некомфортно, дорого, дешево. То есть какая-то такая ощутимая зрительная, либо тактильная, либо физическая, в принципе, мотивация, которая человеку понятна на самом базовом уровне. То есть вкусно, невкусно, тепло, холодно, дорого, недорого, поможет как-то в работе, не поможет как-то в работе. То есть, в общем и целом, прагматика. Вы заставляете человека действовать прагматично. И человек будет выбирать способ действия по земле. То есть он будет ориентироваться на конечный результат. Причем конечный результат какой? Вы должны ему четко сообщить, что вы хотите иметь. Да? Он должен это взвесить в руках, измерить, понюхать, укусить. Как-то, что-то такое должен ощутить непосредственно физическими чувствами, чтобы понять, о чем идет речь. С пажом жезлов действуйте очень просто. Показываете на других людях примерно, такой примерный результат. Примерно вот так вот, да, как у других людей. Давай посмотрим у конкурентов, какой получается продукт. Вот примерно такой же продукт и будем делать. Паж жезлов это поймет. Пажу жезлов обязательно нужна социальная ориентация. Пажу мечей нужна предельная четкая информация с пониманием, как ее применять. То есть, если пажу пентаклей надо просто дать какой-то пример, сказать «сделай так же», и он сделает один в один. Если пажу жезлов надо сказать «поспрашивай там у знакомых», и он поспрашивает,
то пажу мечей нужны точные ЦУ, целевые указания, да, то есть как именно это делается, что и где, в какой последовательности, то есть прямая логика. Ты просто обосновываешь логичность действий, и это паж поймет. С пажами кубков, с одной стороны, проще всего. С другой стороны, там нужно, ну не то чтобы нужно попасть в настроение, его нужно замотивировать эмоциональненько. Да? Ему нужно нарисовать какую-то картину будущего, в котором он может оказаться, если выполнит то, что от вас надо. Да? Опять же, если норковую шубу купить, то можно нарисовать ему, какая я буду прекрасная в норковой шубе, я тебя так буду любить, и он как бы проникнется этим воображаемым будущим и слепо за вами пойдет туда, куда вы его ведете. В общем и целом, с пажами обращаться проще всего. Это самые простые в обращении, скажем так, личности. Вот такие дела. Что у нас с рыцарями? Вот с рыцарями ситуация несколько сложнее. У нас с вами тут присутствует такая условная граница, которая проходит вертикальненько у нас между рыцарями и королевами. То есть где-то вот здесь у нас с вами посередине экрана, да, у нас с вами проходит незримая граница, которую как бы потихонечку рыцари стремятся со временем перейти. Такой четкой границы между рыцарями и пажами нет. Но вот между управленцами и управляемыми есть такая вот, скажем так, граница. Так, Елена, добро пожаловать на канал. Рад, что вы подписались. Надеюсь, вам будет интересно. Как управляться, как управлять рыцарями Пентаклей? Во-первых, важно понять, что рыцарь — это человек, который все еще подчиняется тому, что вы говорите. То есть на него, в принципе, можно воздействовать определенным образом. Можно нажать, можно надавить. Но, скажем так, с равным успехом вы можете нажать, надавить на кусок мыла. Потому что он может повести себя непредсказуемо. Рыцаря уже нужно немножечко мотивировать. Если пажу можно просто приказывать, да, вы просто ставите его перед фактом, да, младший ребенок должен слушаться, вот, послушный муж должен просто делать то, что говорит жена, то рыцари, они уже обладают некой свободой действий. Разница, если вы помните, я вам приводил в пример, как будет реагировать на ситуацию паж жезлов, да, если его поставить перед Моной Лизой, он будет реагировать так же, как реагируют все люди. Если все фотографируют, он тоже будет фотографировать. И если все как бы стоят в восторженном восхищении, в молчаливом, он будет смотреть на всех других и тоже будет хотеть делать так, потому что все так делают. Да? Рыцарь будет действовать немножко по-другому. Рыцарь уже будет задумываться, а что-то я тут стою, а что это я так каким-то образом фотографирую, как и все? Нафига мне это надо вообще? Что я с этого получаю? И если я что-то делаю, может быть, я сделаю это все-таки так, как мне лично хочется. Я-то тоже участвую в этом процессе. Рыцари начинают понимать, что если от них требуют что-то сделать, допустим, сфотографировать Мону Лизу, то делать это надо так, чтобы это было твоим личным результатом, твоей личной заслугой. Паж жезлов просто для проформы, да, сфотографирует эту Мону Лизу. Рыцарь жезлов эту самую Мону Лизу постарается сфотографировать получше. Не просто как все, а постарается как-то найти лучший угол для того, чтобы сфотографировать, чтобы лампы как-то не так бликовали, чтобы лучше видно было, да, чтобы головы впереди стоящих этих самых туристов не заслоняли. Если паж просто как бы
поднимет фотоаппарат там или телефон и просто сфоткает, и неважно, там получилась резкость или нет, он просто скажет, ну все фоткали, я сфоткал. То рыцарь постарается сделать так, чтобы ему сказали, о, какой ты молодец, как ты, во-первых, ты посмотрел на Мону Лизу, а во-вторых, как ты круто сфотографировал, да, вот все плохо фотографировали, а ты хорошо. Рыцарь будет стараться сделать так, как делают все, но так, чтобы было видно, что это он делает. Поэтому рыцаря очень легко смотивировать личным обращением. Да? Ему можно польстить, скажем так. И забегая вперед, скажу, что королевы жезлов в этом плане самые ловкие льстецы. Они умеют манипулировать людьми так, что только пыль стоит, да, скажем так. Рыцарь — это, скажем так, усовершенствованная, более мобильная, более качественная версия пажа. Паж просто выполняет приказ, делает то, что надо. Рыцарь начинает задумываться, а как я могу сделать лучше? Рыцарь жезлов, скажем так, будет фотографировать Мону Лизу так же, как и все, но с учетом того, что у него, допустим, руки длинные, он может выше поднять фотоаппарат. Или у него, допустим, фотоаппарат получше, он может выдвинуть линзу, да, поймать фокус получше. В общем, как-то включаться в свое. Рыцарь Пентаклей будет стараться, чтобы результат получился лучше. Он может даже не ставить подпись на фотографии, абсолютно неважно. Если для пажа жезлов, вернее, для рыцаря жезлов очень важно, чтобы все знали, что это именно рыцарь жезлов так ловко сфотографировал, лучше всех других. Рыцарю жезлов очень важно выигрывать. Очень важно выигрывать. Поэтому, потому что он соревнуется с социумом. То рыцарю Пентакли выигрывать не обязательно. Рыцарю Пентакли нужен результат, который получится лучше других. И он, отталкиваясь от своего умения, будет делать так, как он, скажем так, считает более правильным. Отталкивается он чаще всего от собственного опыта, потому что Пентакли — это достаточно инерционная стихия, и рыцаря Пентакли очень просто узнать. Он действует более активно, но действует так, как уже действовал до этого, отталкиваясь от чего-то опыта. У пажа Пентаклей такого опыта может еще не быть. А вот рыцарь Пентаклей, если ему скажешь, там, сделай что-то, да, там, слепи из глины кружку. Если пажу Пентаклей нужно сначала показать результат, то рыцарю Пентаклей надо сказать, ты слепи кружку из глины, ты сам сообразишь какую. И рыцарь сам сообразит, какую кружку из какой глины нужно лепить так, чтобы результат получился самым лучшим. Если пажам надо все разжевывать, то рыцарю нужно просто обозначить задачу. Потому что рыцари включают свою инициативу. Как управлять рыцарями? Да, людьми, которым важно, чтобы заметили, как их зовут. Рыцарям важно, чтобы заметили их личный вклад. Да? Если пажу важно просто сдать работу, то рыцарю важно, чтобы человек, которому они сдают работу, заметил, что это именно он хорошо сделал. Поэтому пажами управлять можно просто прямым указанием. Рыцаря нужно похвалить. В рыцаре нужно заметить инициативу, заметить личность и сказать, что вот я обращаюсь к тебе, потому что ты лучше всех делаешь там то-то, то-то, какие-то глиняные кружки, либо фотографируешь Мону Лизу. У тебя самый лучший результат. Если пажу Пентакли можно сказать, ну-ка давай сделай, я знаю, что у тебя получится, то рыцаря надо мотивировать. Рыцарь может сделать хорошо, а может сделать как паж. Понимаете? Поэтому если вы хотите, чтобы результат был посредственный, да, можно позволить просто делать. Но если вы хотите, чтобы результат от рыцаря был более качественным, да, нужно сказать, сделай как для себя. Сделай так, чтобы тебе понравилось. Сделай так, чтобы я тебя запомнила. Да? Вот рыцарь поймет, что к нему относятся не просто как к исполнителю,
А как личности, вот в рыцаре начинает просыпаться личность. Понимаете? Потому что рыцарь, он уже имеет свои цвета, он имеет свой герб, он имеет как бы свое звонкое громкое имя, которое должен там глашатай каким-то образом озвучить перед всем честным народом, да? А паже никто не интересуется. Паж это просто исполнитель. Рыцарь это исполнитель именитый. Понимаете? Рыцаря уже узнают. Причем рыцаря Пентаклей узнают по результату. Рыцарь жезлов. Кто такой рыцарь жезлов и как им управлять, да? Рыцарь жезлов, исходя из того, что это жезлы, да, социум, какие-то социальные, общественные желания, его нужно замотивировать. Замотивировать в прямом смысле слова. Сказать, ну ты же хочешь, я знаю, что ты хочешь. Если пажу жезлов нужно просто сказать, что так, ты хочешь сделать вот это. И паж жезлов начинает хотеть делать то, что ему говорят. Начинает хотеть то, что ему говорят хотеть. То с рыцарем жезлов уже нужно постараться, да? Ему можно сказать, что ты сделай то, что мне нужно. Потому что ты же понимаешь, как это делается. Ты же понимаешь, в каком мы обществе живем. Ты же понимаешь, что от тебя нужно. Ты же понимаешь, что сделать какую-то работу ты можешь лучше, чем кто-то другой. Замотивировать рыцаря жезлов можно сравнением с кем-то другим. Вообще всех рыцарей, да, можно замотивировать сравнением. Но рыцари жезлов, они вот на это реагируют острее других. Рыцаря жезлов можно чуть ли не заставить действовать очень простой фразой. Фраза эта звучит примерно таким образом. Ты же понимаешь, что о тебе люди скажут? Для рыцаря жезлов очень важно, что именно о нем люди скажут. Если пажу достаточно просто сделать то, что считается правильным среди людей, то рыцарю жезлов важно, чтобы люди заметили, что это благодаря тому, что он постарался, получился какой-то результат социально одобряемый. Понимаете? Вот. Вот такие дела. Там в чате пишут, что настоящий урок психологии личности. Но настоящим уроком психологии личности я это назвать не могу, потому как я не психолог, даже не диванный и не претендую на это высокое звание. У меня образования нет, и опыта работы психологом тоже не имеется. Поэтому как бы уроком психологии это можно назвать абсолютно условно. Да? Ну, может быть, урок диванной психологии, но я даже на это не претендую. Алексей Мартыненко, кстати, приветствую, да, спрашивает, пентаклевый же рыцарь самый медленный, как его ускорить? Пентаклевый рыцарь в самом деле самый медленный, он самый неспешный. Ну, если вы хорошо понимаете стихии, да, то вы понимаете, что человек, заточенный под результат, под качественный результат, никогда не будет спешить. Хороший результат достигается медленнее всего, потому что для этого нужно либо аккуратность, неспешность действий, либо, если там какие-то должны быть быстрые действия для достижения результата, то качественные быстрые действия достигаются за счет длительных тренировок, тоже, ну, то есть тоже не быстро, да? Поэтому качественный, толковый, ощутимый, весомый пентаклевый результат получается у рыцарей Пентаклей, которые в самом деле никуда не торопятся, потому что понимают, что качественная работа требует, ну, знаете, это вот фишка насчет того, что можно... Есть 3 понятия: быстро, дешево и качественно, да, и вот они как бы не могут стыковаться все 3 вместе. Может быть, либо быстро и качественно, да, но тогда это будет недешево, либо быстро и недешево, да, ну, то есть, в общем, либо быстро и дешево, но тогда это будет не очень качественно. Ну и, соответственно, то есть одно выпадает обязательно. Так что да, рыцарь Пентаклей, он гораздо медленнее. Замотивировать рыцаря Пентаклей можно
оплатой за работу, если ему обосновать, что чем лучше ты сделаешь, тем больше я тебе заплачу. Пажу Пентаклей хватит понимания того, что ты сделаешь работу, и тебе заплатят. Как и всем, да, какую-то ставку. Рыцарь — это работа, как сказать, от сделки, да, это работа по результату. Как ты сделаешь, так ты и получишь зарплату. Мотивация какая-то результативная. Рыцаря жезлов замотивировать очень просто. Сказать: на тебя же люди будут смотреть. Если пажу Пентаклей надо сказать: ну-ка, немедленно делай, все делают, и ты делай, да, потому что на тебя люди смотрят, то рыцарю жезлов уже нужно объяснить, что ты же понимаешь, что как ты сделаешь, так тебя люди и будут воспринимать. И рыцарь жезлов ради красного словца, да, ради уважения, ради социального рейтинга, статуса, он уже будет как-то стараться серьезней. Рыцарь жезлов, скажем так, я чуть-чуть позже объясню, как распознать всех рыцарей и пажей по внешнему виду. Там тоже очень интересная есть тематика. Рыцаря мечей мотивировать сложнее. Его даже не надо особо мотивировать. Рыцаря мечей надо заставлять. Потому что мечи — это сила, информация, силовики. Ну, силовики в кавычках — это люди, которые предпочитают что-то делать, нежели дожидаться, скажем так. Нажать на кого-то, чтобы получить результат, нежели самому что-то делать, да? То есть они склонны применять силу в позитивном и в негативном смысле этого слова. В наше время, когда космические корабли бороздят просторы Большого театра, под мечами понимается как тематика силы прямой, как в средние века, да, человек с мечом — это силовик, так и тематика разума, интеллекта. Потому что у нас очень простой вариант, что знание — это и есть сила. В наше время, когда человек что-то понимает, он может что-то сделать. В средние века ты мог что-то сделать, если у тебя достаточно сил, да? То есть, если у тебя мускулы, мышцы, ты можешь поднять камень и куда-то его далеко бросить. В наше время, чтобы поднять камень и куда-то бросить, нужно знать, на какие рычаги на экскаваторе надо нажимать. То есть, нужно учиться, нужно приобретать какие-то знания. Именно поэтому рыцарь мечей, вернее, люди по мечам — это люди знаний. И, соответственно, для того, чтобы управлять рыцарем мечей, ему нужно навалить с горкой этих самых знаний. Его нужно завалить информацией. Пажу мечей нужно понимание того, что он должен делать. Рыцарю мечей можно дать информацию и замотивировать тем, что ты же понимаешь, что ты должен разобраться в этом деле. Вот тебе информация, вот. Разбирайся, потому что ты умный, ты же понимаешь. Рыцаря мечей надо заставить разобраться. Заставить разобраться его очень просто. Это обостренное понимание долга. Если пажу можно просто сказать: ну ты же понимаешь, да, что ты должен, то рыцарю нужно нажать на совесть. А совесть — это такая штука, которая является принципом справедливости. Это не так быстро делается. Для того, чтобы заставить рыцаря мечей что-то делать, там два варианта. Либо ты должен быть сильнее его, либо ты должен быть умнее его. Вот. Если вы королева, вам особо напрягаться не надо. Да? Вы просто берете и заставляете человека понять вас так, как ему хочется. Вернее, так, как ему надо. Иначе, в противоположном случае, рыцарь мечей сделает свои собственные выводы. Он тоже не дурак. Вот можно сказать, что рыцарь мечей — это человек, который пришел лечиться к врачу, да, при всем этом полазил до этого в гугле, в интернете, нагуглил себе симптомов и сам, чуть ли не лучше врача, уже понимает, о чем идет речь. Пажу мечей надо просто сказать: так, принимай такие-то таблетки, столько-то раз там в сутки.
А рыцарь мечей надо объяснить, да? Ты должен принимать эти таблетки, потому что эти таблетки воздействуют там условно на гормоны. Гормоны начинают выделяться. То есть рыцаря мечей можно завалить информацией, словами. И пока он будет там разбираться, да, вы его просто будете ставить перед фактом, что ну вот разберешься потом, пока делай. Пажа мечей можно просто надавить долгом. Рыцаря мечей нужно заваливать информацией. Тогда он начинает сдаваться, начинает говорить, ладно, ладно, я вижу, все, сейчас я разберусь и уже сам решу, что и как делать. Вот. С другой стороны, каждому рыцарю можно позволить каким-то образом нести немножечко отсебятину, скажем так. Рыцари могут включать свою инициативу, свое видение, потому что они уже более опытные, чем пажи. Рыцарю можно доверить, скажем так, младшего ребенка, если он старший, да. Причем рыцарь мечей, он более ответственен, потому что понимает, складывает 2 плюс 2 и понимает, что ему может прилететь за то, что он сделает плохо. Рыцарь жезлов понимает, что он должен действовать так, как действует общество, то есть мама и папа, присматривать за младшим ребенком. Рыцарь пентаклей понимает, что он должен присматривать как старший ребенок за младшим ребенком, потому что ему за это потом позволят дольше играть там в PlayStation, допустим, до там 12 часов ночи. Либо дадут денег и позволят сходить на дискотеку, как там в моем детстве, в моей молодости, да, скажем так. То есть замотивируют как-то материально. Вот. С рыцарями всегда сложнее, чем с пажами. Самый сложный рыцарь — это рыцарь кубков. Потому что, если вы помните, кубковых нужно мотивировать эмоциональненько. И сейчас мы с вами выясним, что же нам делать с рыцарями. Что у нас там в чате. Так. Я пока отдышусь чуть-чуть, да, потому как не такое это простое дело, да, рассказывать что-то такое, скажем так, систематизированное, вытаскивать из глубин памяти, оформлять в слова, и причем в такие слова, чтобы все поняли. Поэтому нужны какие-то передышки, чтобы дух перевести. Какие-то рыцари направлены на пажей, другие на королеву. Это имеет значение? Это стоит спросить у Памелы Колман-Смит и Артура Войта. У нас такой возможности, к сожалению, нет, потому как они померли больше 70 лет тому назад. Зато мы теперь имеем как бы удовольствие использовать их колоду как угодно, потому что авторские права уже истекли, да? В позапрошлом или в прошлом году. Мы можем только догадываться. У меня четких догадок нет. У меня есть кое-какие догадки, которые я пока не рискую высказывать, просто потому что, ну, они такие мутноватые, мало чем подтвержденные, кроме моих ощущений. А это такое, знаете, ну, чтобы как-то что-то утверждать, нужно хотя бы логически это обосновывать. У меня пока логики в направлении движения пажей и рыцарей пока немного. Есть разного рода теории, но убедительной теории я пока не встречал. Как же замотивировать рыцаря чаш? Рыцаря кубков. Мне больше нравятся кубки. Чашки, кубки, в принципе, одно и то же. Например, по-польски чашка это кубок, да? Вот. По-белорусски то же самое. Мне проще говорить кубки. Может быть, от того, что я вырос в Беларуси и 9 лет прожил в Польше. Или 8 или 9. 9 почти. Вот. И, в принципе, как бы с польским языком близко знаком. И сам являюсь на большую часть поляком. Поэтому мне проще говорить кубки. Уж извините, если кому-то привычнее говорить чаши. Как бы это ваше право. Так, Роман, если мечевого рыцаря заставить, он же и отпор может дать обратно. Это же холерик, как к ним. Тут все зависит от того, насколько силен по сравнению с вами рыцарь мечей. Понимаете? Фишка в том, что да, на рыцаря мечей можно нажать,
Но рыцарь мечей... Абсолютно верно. Спасибо вам за ваш вопрос. Он очень в тему. Вообще все рыцари могут дать ответ, могут дать отпор. И вы должны понимать, что когда вы на них нажимаете, пытаетесь ими управлять, то они реагируют. Причем реагируют каждый непредсказуемо. Если все пажи более или менее одинаковы, да, и реагируют базово, то от рыцаря можно ждать, в принципе, какой-нибудь отсебятины интересной. То есть рыцарь мечей может в ответ начать что-то спрашивать. А ты кто такой? А почему ты право не меч? Допустим, пажа мечей можно легко запугать, если достать из кармана корочку, сказать: так, отделение ФСБ, да, там, короче, пройдемте, вас там это самое, ну-ка, немедленно сообщите номер телефона, да, и спрятать эту корочку, и он будет, выпучив глаза под этим ворохом информации, под видом этой корочки, он будет как бы выполнять ваши указания. Это паж мечей. Рыцарь мечей, он не так прогибается под силовое давление, под информационное давление, то есть вы можете ткнуть в него этой корочкой, но он в ответ скажет: ну-ка, а можно развернуть, да, а прочитать можно, а пистолетик-то у тебя есть, да, скажем так, и вы ему сможете в ответ сказать: ну, тогда не арестованы, а задержаны, да, то есть вы уже сбавляете чуть-чуть обороты, то есть рыцари, они уже начинают показывать какую-то реакцию. Если с пажами еще можно, как с какими-то чурочками бессловесными, стандартными, одинакового размера работать, да, только одна чурочка, она такая эмоциональная, да, вторая, она такая чуть более сучковатая, более силовая, как паж мечей, да, то рыцари, они уже такие, как буратинки, да, они уже бегают, прыгают, они уже могут что-нибудь и в ответ сказать, и острым носом как бы цепануть, и всякое такое. Поэтому с ними нужно аккуратнее и сильнее. Вот. В случае мечей сильнее, умнее. В случае этих самых... в случае жезлов нужно быть в теме, нужно быть более модным, более социально активным, нежели рыцарь. А в случае пентаклей, да, вы должны человека замотивировать большим, чем он может сам себе сообразить. То есть у вас сумма денег, которые вы мотивируете человека, если это просто купить, да, у вас должна быть больше, чем он сам себе может заработать без вашего участия, да. Если вы слишком малую цену даете, ну, зачем ему это надо? Он не будет замотивирован. Поэтому вы для управления рыцарями, вы должны быть как минимум королевами. Да? Не обязательно королевой красоты, но обязательно королевой мечей. Если вы пытаетесь что-то делать, вы должны соображать, что вы делаете. То есть мы с вами разбираем логику придворных карт, в которых есть определенная иерархия. Сильные бьют слабых. Слабые бьют еще более слабых. Ну, не в смысле физически бьют, а в смысле покрывают, да, то есть кроют. Или как это сказать? Тоже как-то звучит так не очень, да? Ну ладно. В случае... Ну, то есть надо быть королевой, да, чтобы рыцари скакали вокруг вас и целовали вам пятки. В случае рыцарей кубков нужно обладать более высоким эмоциональным уровнем. Потому что если паж кубков будет реагировать на вашу эмоцию, да, если вы плачете, он будет испытывать к вам жалость. Если вы смеетесь, он тоже будет, как веселый щенок, вокруг скакать, высунув язык, да, и радоваться, что там прочее, там вот она наконец-то обратила на меня внимание, да. Рыцари кубков, они уже как бы так, с ними так просто не обойдешься. Они уже имеют какую-то свою реакцию на вашу эмоцию. Они все еще эмоционально от вас зависимы. То есть они реагируют на ту эмоцию, которую вы даете. Они ведутся на эту эмоцию и погружаются в эту эмоцию, но при всем этом реагировать могут непредсказуемо с учетом личности.
И вы уже должны понимать, как этот человек реагирует вот на конкретно эту эмоцию. Потому что некоторые мужчины реагируют на эмоциональный всплеск резкий и серьезный. А некоторые мужчины реагируют на эмоцию, которая более спокойная, более слабая, не такая заметная, но более растянута во времени, да. То есть если одному нужно просто быстро пропилить мозг, да, то второму нужно долго, медленно, как пилочкой от ногтей, долго-долго пилить вот эту пыль, которая будет ему мозг пудрить, скажем так. Кубки обязательно реагируют эмоциональненько, но если реакция пажа вас не особенно задевает, то рыцари, они могут и вас в ответ как-то эмоционально отрикошетить, понимаете? Они могут обидеться на вас. И если уже рыцари обижаются, то как бы вы тоже чувствуете какой-то от них ответ, да, какое-то давление эмоциональное. И с ними уже сложнее. И нужно понимать, чем конкретный рыцарь отличается от других рыцарей. Ну вот. У рыцаря кубков будет какой-то свой эмоциональный вкус. Если паж кубков стандартно реагирует там на Мону Лизу, да, он впадает в задумчивость. Если там паж кубков впадает в полуобморочный ужас от картины, как Сатурн пожирает своих собственных детей, да, кто там, Рубенс, по-моему, или кто, я не помню, я не искусствовед, да, то рыцари, они так, ничего себе, да, грустненько, конечно, но как бы вот тут интересный мазок, тут интересный. Они уже более свободны. Рыцари тоже выполняют приказы, тоже подчиняются вашим словам, но уже включают мозг, скажем так. С ними так просто не поработаешь. Их нужно уже каким-то образом обосновывать свою эмоцию, объяснять. И не просто так вывалили на них свою эмоцию, поплакали, и он такой грустный тоже как бы идет. Потом нужно проверить, как он прореагировал, правильно ли он прореагировал. Потому что рыцари, они менее предсказуемые, они менее шаблонные, менее отесанные чурочки, они уже такие резные буратинки, да, они более, они требуют индивидуального подхода. На рыцаря кубков нужно, условно говоря, да, опять же, плакать, скажем так, адресно, с учетом того, на что он конкретно реагирует. Понимаете? Руслана Киселева, добро пожаловать, спонсор. Спасибо за поддержку канала. Вам теперь доступны видео по Монаре, по Безумной Луне и, в принципе, весь спонсорский контент, который есть на канале. Ну, вот такие дела. Так, вот там есть вопросик. Понятно, что эмоционально про кубки, но чем паж от рыцарей отличается? Более независимо. Рыцарь — это уже личность, это уже более индивидуальная реакция, понимаете? Пажи предсказуемы, а рыцари менее предсказуемые. Рыцарь уже нужно, ну не то чтобы контролировать, нужно смотреть, как именно он сделает, потому что он может сделать так, как он считает нужным, правильно. Чаще всего у правильного рыцаря это, конечно, удачно, потому что человек с учетом своего характера, он реагирует более правильно на ситуацию, если он понимает, знает свой характер. Но если он не очень понимает, что происходит, там могут быть внезапные, скажем так, необоснованные вашей логикой какие-то действия. Да? То есть рыцаря может повести в какую-то любую сторону. Если хороший паж — это просто исполнительный, скажем так, оппонент, да, его мотивируешь эмоции, он реагирует, да, либо паж мечей, ему сообщаешь информацию, он принимает ее к сведению. По жезлам его давишь социальным статусом, и он как бы сразу же понимает свой шесток, да. По пентаклям ты ему просто сбрасываешь полуголую фотку, и он все, у него уже крышу срывает, он реагирует на эту вашу полуголую фотку так, как обычно вот они реагируют, да. А вот рыцари уже реагируют каждый по-своему. Он может прореагировать непредсказуемо. И вы должны уметь предсказывать. У вас должны быть варианты ответов на его ответную реакцию.
От пажа предсказуемая ответная реакция. От рыцаря могут быть варианты. Поэтому с рыцарями надо держать ухо востро. Каждому по своей стихии. Вот. При всем этом рыцари, да, они требуют в общении с собой более как бы серьезного ресурса. То есть за ними нужно внимательнее смотреть, их нужно отслеживать, нужно контролировать, нужно оценивать его действия, нужно перепроверять, как бы он там не отчебучил какой-то там отсебятины, да, какой-то инициативы личной. Вот. Для этого нужно затрачивать ресурс, с ними нужно больше общаться, с ними нужно глубже погружаться в эмоциональный фон, да. Вот те же самые рыцари кубков, они эмоционально, но нельзя сказать, что они менее восприимчивы. Они также восприимчивы, как и пажи, на эмоции, но они лучше контролируют свои эмоции. Пажи не особо контролируют. Они как бы вот споткнулись в эту эмоцию и ходят все мокрые в этой эмоции, да. Рыцарь может отряхнуться от чрезмерной эмоциональности, прореагировать так, как вы хотите, но уже с нюансами, уже как-то так с подозрением может реагировать на ваши действия. Поэтому, еще раз, с рыцарями надо держать ухо востро. На них можно нажать сильнее, но делать это надо аккуратнее. Знаете, как в этом фильме? Бить буду аккуратно, но сильно. Вот. Так что вот так. В какой-то момент, если вы понимаете, что имеете дело не с рыцарем, а с королевой, да, вот там нужно полностью переворачивать манеру поведения. И об этом мы уже, конечно, с вами сегодня не будем говорить. Об этом мы с вами поговорим на следующей лекции, которая у нас с вами планируется, ну, через недельку, да. Собственно, по пятницам, по вечерам мы с вами и вошли в привычку иметь такие лекции, запускать такие лекции, такие эфиры. Так что я буду рад вас видеть в следующую пятницу. Очень постараюсь в среду еще выйти в эфир. Но там, я думаю, что запись, может, будет для спонсоров, но там будет отдельная тематика, не по этому интенсиву. Этот интенсив у нас будет иметь вторую часть, будет иметь продолжение через недельку. От вас что нужно? От вас нужно обязательно реакция на это видео. Причем неважно, вы смотрите в записи, вы смотрите в прямом эфире. Обязательно лайк, обязательно комментарий. Если вы поделитесь со своими знакомыми где-нибудь там в Телеграме, в WhatsApp, хоть в Одноклассниках, неважно, да, ВКонтактике, где угодно, в Фейсбуке. Будет очень круто. Я вам буду очень благодарен, и вы таким образом очень серьезно поможете всему эгрегору Таро, давайте так скажем, да, если вам вот такая мотивация может зайти. Рад был вас сегодня видеть. Спасибо вам за ваше внимание. Загружен глубоко в ваши вопросы, но опять же у нас такая скорее лекция сегодня была информационная, нежели общительная. Я постараюсь как-нибудь еще в выходной запустить теплый ламповый эфир, да, вот, чтобы просто с вами пообщаться, поотвечать на ваши вопросы. Рад был вас видеть сегодня. Готовьте свои вопросы на следующий эфир. И всем приятных выходных. Всем до новых волнующих встреч. Всем пока.